Всем привет, ребята! Сегодня у нас на повестке дня свежее обновление Whiteout Survival 22 декабря. Разработчики снова решили проверить наши нервы. В этом видео мы разберем, что именно завезли, что понерфили, а что наоборот может внезапно нас сделать счастливым или бедным. Покажу, на что стоит обратить внимание в первую очередь, так что устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк этому видео и погнали разбираться, что нам подготовил этот апдейт. Сегодня мы с вами обсудим обновление, которое вышло сегодня в нашей игре. И тут есть действительно что обсудить. Вчера разработчики предоставили нам список пунктов обновления, которые стали доступны сегодня. В ближайшее время нас ожидает много интересного. Сегодня вышло обновление, а уже завтра стартует мероприятие от администрации – Рождественский фестиваль. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, узнали об этих новшествах еще позавчера. Так что если вы хотите быть в курсе этих событий раньше, добро пожаловать в мой телеграм-канал. События от администрации мы обсудим в отдельном ролике завтра, а вот обновление разберем прямо сейчас. Мы с вами открываем вчерашнее письмо от администрации и смотрим пункты, которые доступны в обновлении. И первое – это появление нового эксперта Валерии. Сразу хочу отметить, что она будет доступна только после сегодняшнего рестарта. Что касается инсайдов по ее навыкам, могу сказать следующее. По имеющейся мне информации, ее умения будут связаны с битвой за замок, однако это лишь догадки. В любом случае, зачем гадать, если уже завтра мы сможем посмотреть на ее функционал. Следующее изменение, связанное с альбомом Тундра. Нам добавляют новую тему, при этом прогресс в ней будет сброшен, за исключением тех заданий, которые напрямую влияют на текущий прогресс. Насколько я понимаю, раздел будет называться «Король орудий», и одна из миссий – попасть в топ-4 рейтинга Лиги бойцов Тундры. Новый альбом нам стоит ожидать уже завтра, однако администрация ввела несколько новых опций уже сегодня. Мы с вами заходим в магазин переработки и видим, что теперь за 2500 жетонов переработки можно получить случайно недостающий фрагмент для закрытия коллекций. Лимит – один такой пазл в месяц. Поэтому теперь наша задача раз в месяц забирать этот фрагмент и закрывать недостающие элементы коллекции. Из личного опыта могу сказать следующее. Из мифических общих фрагментов сцен, которые мы получаем по одному ежедневно за выполнение ежедневных заданий, в лучшем случае раз в месяц мне выпадает недостающий пазл, так как большинство коллекций у меня уже закрыто. Поэтому однозначно ставлю плюс за возможность приобретения недостающего фрагмента за 2500 жетонов переработки. Кроме того, администрация добавила в магазин Альянса еженедельный раздел возможность приобрести 5 общих фрагментов сцен. Это, на мой взгляд, обязательная еженедельная покупка в текущем магазине. В целом администрации ставлю плюс, нас ждут новые задания. Теперь мы их будем проходить. А какие именно, мы узнаем уже завтра. Следующее изменение – это новые наборы для улучшения топки. Теперь не только киты нас могут радовать алмазами, когда получают глобус. Сегодня мы уже получили с вами соответствующие купоны на почту. Делиться ими можно только с участниками своего альянса. Я уже сегодня поставил уведомление и попрошу вас обратить тоже внимание на важный момент. В день можно открыть только 5 пакетов от участников Альянса, поэтому не спешите использовать новые награды сразу. Старайтесь договариваться с участниками Альянса, использовать эти бонусы по очереди, чтобы максимально растянуть возможность получения алмазов. Например, сегодня вы открываете 5 пакетов, завтра другой участник Альянса, послезавтра следующий и так далее. В целом, это очень удобная опция, которая позволяет получать неплохое количество алмазов на ежедневной основе. Поэтому обязательно обсудите с участниками Альянса, как вы будете использовать это нововведение максимально эффективно. При грамотном подходе минимум месяц вы сможете стабильно получать небольшое количество алмазов каждый день. Надеюсь, вы поняли, что я хотел донести, и отдельное напоминание для тех, у кого есть фермы. Не забывайте и про них. Там тоже есть возможность забрать алмазы и поделиться ими с участниками Альянса. А алмазы, как вы знаете, в этой игре нужны всегда. Следующее изменение связано с использованием 6 обликов марша. Эта опция находится в текущем меню. Любители декора теперь могут ликовать. Если у вас есть несколько любимых маршей, вы теперь их можете полноценно использовать. Облики можно применять случайным образом, либо по порядку. Работает эта функция следующим образом, как вы сейчас увидите на экране. Теперь переходим к пунктам оптимизации. Всего добавили 33 изменения. Мы рассмотрим каждый из них по отдельности и уделим особое внимание наиболее важным нововведениям. Первое изменение – это улучшение наград наборов сделки дня. Добавили общие фрагменты героев, однако сами герои остались прежними. И как мы видим, в этом магазине появились тайные жетоны. Я уже советовал не брать наборы в этом разделе, поэтому с учетом нововведений по-прежнему не рекомендую обращать внимание на этот магазин. Следующее изменение – это увеличение белого списка игроков до 100 человек. Помимо этого, произошли изменения в функциях чата. Для удобства сделали разделение по веткам, улучшили чат и добавили отдельные ветки для групповых и личных сообщений. И следующее изменение – это в колесе фортуны. Я уже ранее рассказывал вам об этом. Теперь мы можем переключаться между героями разных поколений. Допустим, у меня сейчас идет 10-е поколение героев. Если я не успел собрать героя из 9-го либо 8-го поколения,
то теперь могу вместо текущего героя использовать героев предыдущих поколений. Например, если у вас 5-е поколение, вы можете крутить героев из 4-го, либо 3-го поколения за алмаза. Это однозначно большой плюс, так как нововведение дает возможность выбирать героя, которого мы хотим использовать в текущем ивенте. Функционал изменения колеса фортуны мы сможем с вами посмотреть уже на следующей неделе. Следующее изменение связано в структуре альянсов. В настройках альянса добавили функцию отношений альянсов. Теперь руководство альянса может помещать своих союзников на карте. Очевидно, что участники НАП на сервере добавят друг друга в союзники. Что касается врагов, здесь все индивидуально, зависит от ситуации на сервере. Сегодня нам уже пришло предложение союза от разных альянсов, которые находятся в НАП, и мы можем зайти в меню этого альянса и посмотреть текущий статус отношений. В целом, это очень удобная функция для участников НАП. Следующее. При выдаче титулов добавили фильтр по альянсам для титулов президента и драконьего тирана. Это позволяет быстрее находить нужных игроков на карте. С функционалом пока не разобрался до конца, но мои союзники на карте теперь отображаются желтым цветом. Пока не понял, относится это к предыдущему пункту или к этому. Если вы уже разобрались, напишите об этом в комментариях. И следующее изменение – это преднастройка войск. Количество сохраненных формаций увеличено до 12. Функция находится в текущем меню. Это действительно удобно, так как после каждого замка приходилось заново настраивать формации. Теперь процесс станет проще, а вариантов для настройки еще больше. Лично мне 8 формаций всегда было мало, так что это нововведение значительно упростит игровой процесс. Кроме того, теперь отображается соотношение войск в сохраненных формациях, что тоже очень удобно. И следующее нововведение связано с автоматическим присоединением. Теперь при желании, если вы находитесь в игре, можно не вступать в рейды на поляра вручную, а разрешить автоматические вступления только когда вы не в сети. И следующее изменение связано с экспертами. Теперь повышена скорость прохождения походов. Теперь походы можно проходить автоматически в фоновом режиме. Заходим в раздел, и мы с вами нажимаем функцию «Пассивный доход». Выбираем нужное количество походов и активируем функцию. После этого внизу справа появляется индикатор автопрохождения. Честно говоря, не до конца понимаю, как система выбирает ответы. Поэтому на основном аккаунте, скорее всего, продолжу проходить этапы вручную, выбирая правильные варианты. А вот на фермах эту опцию буду использовать обязательно. Она реально экономит время. Еще из важного. Теперь отображается время до окончания изучения навыка. Это очень удобная функция. Я давно ждал эту небольшую, но полезную опцию, поэтому ставлю этому нововведению большой плюс. Следующее изменение связано с оптимизацией функции почты. Насколько я понимаю, теперь письма из мероприятий «Рудник», «Драконий тиран», «Литейная» и «Лига бойцов Тундры» будут сортироваться аналогично тому, как это недавно сделали в «Безумном Джо» и «Медведе». Это позволит не захламлять почту. Следующее изменение – это добавление функции голосования в отдельных чатах. Администрация старается активнее вовлекать нас в общение внутри игры. Но мы не сдаемся и по-прежнему общаемся с участниками Альянса в Дискорде, либо с вами в Телеграм-канале. Следующее изменение – это статус выжившего. Добавлена функция быстрого назначения. Опция находится в соответствующем меню. Следующее изменение – это добавленные фрагменты сцен в недельный магазин Альянса, а также введен месячный лимит на покупку общих фрагментов сцен в магазине переработки. Мы с вами уже это обсуждали в начале ролика. Следующее изменение – это улучшение описания навыков, в частности навыка лучников – залп, который находится в этом меню. Следующее изменение – это улучшен набор ко дню рождения. Я смогу посмотреть его функционал только через пару месяцев. Поэтому если у кого-то он появится раньше, обязательно скиньте информацию в Телеграм-канале, и мы вместе оценим, стоит ли его покупать. Следующее изменение – это отображение соотношения войск. Я уже вам показывал данную опцию ранее. Также к странице подробной информации добавлен предпросмотр войск, который демонстрирует средний уровень каждого типа войск. Тоже удобное нововведение. Следующее изменение – это добавление функции сезонных миссий на рыбалке, которая позволит получить украшения для острова Рассвета, сказочный аквариум. Завтра у меня будет рыбалка, и я обязательно покажу это нововведение в Телеграм-канале. Следующее изменение – это для любителей декора. Добавили новую опцию на острове Рассвета. Появился очередной забор, так что любители декора это явно оценят. Ну, как вы знаете, я к декору отношусь нейтрально, но тут уже выбирать вам. Следующее изменение, связанное с ареной. За 30 минут до рестарта, как я понимаю, справа внизу будет отображаться уведомление, напоминание об участии. Для тех, кто часто забывает пройти арену до рестарта, эта опция может оказаться полезной. Следующее – это ввели изменения в системе питомцев. Для удобства добавлен список питомцев с возможностью быстрого переключения и улучшения в один клик. В целом, очень удобно. Следующее изменение – это добавление новых уровней мероприятий «Безумный Джо» с более ценными наградами.
Надеюсь, что одна ферма по-прежнему сможет выдержать все 19 волн с одним подкреплением. Уже на следующей неделе посмотрим на практике, что именно изменилось. В торговом пути тундре добавлена новая страница – вражеский грузовик. Это сделано для удобства, чтобы можно было отследить атакующего и попытаться победить его. В любом случае, в следующем сражении альянсов посмотрим, как это работает на практике. Следующее изменение касается боев за форт. Будут изменены базовые награды за форт. Уже в пятницу сможем ознакомиться с этим более детально и посмотреть, что именно изменила администрация. И следующее изменение касается улучшения талисманов губернатора. Новых навыков не добавили, в отличие от снаряжения, где увеличилась вместимость при отправке. Здесь же каждое повышение уровня разделили на 4 секции. Следующее отображение предметов в рюкзаке. Изменены правила сортировки всех предметов во вкладке «Другое». На это мы с вами не будем заострять внимание. И следующее – это отображение поколения героя на странице сделки дня и колеса фортуны. Добавлен индикатор поколения и возможность переключения между героями, чтобы было понятно, к какому поколению относится герой. Ну что ж, если ввели, и на том спасибо. Также администрация не забыла о раненых войсках. В предыдущем обновлении сделали уведомление в медпункте в правом нижнем углу экрана, а теперь администрация его улучшила. Следующее изменение – это история участия в мероприятии «Меткий выстрел». Появилась история участия с сегодняшнего дня. Я сам в это мероприятие не играю и коплю жетоны выстрела. Как только пойму, что можно открыть важную награду, потрачу вечер на участие и, возможно, сниму ролик, чтобы показать, как мне не везет. Следующие изменения произошли в битве за Литейную. Нововведение не особо важное. Теперь не будут показываться альянсы, которые не регистрировались 3 мероприятия подряд. Следующее изменение связано с гонкой вооружений, которая, как я понимаю, будет в пятницу. На сегодняшней гонке мифрил использовать нельзя, а в пятничной появится такая возможность. Лично я пятничную гонку никогда не закрываю на максимум. Я брал только опцию с алмазами, так как последняя награда около 20 огненных кристаллов. Мнение мое не поменялось. Мифрил использовать не буду. Закрываю, как и раньше, данное мероприятие. Следующее изменение – это при предварительной покупке появится кружочек, но как он работает, покажу завтра. Сегодня покупки смысла делать нет, так как завтра стартует мероприятие от администрации, и можно совместить любые покупки. И последний пункт обновления – это навыки экспедиции героев. Мы с вами получили отдельное письмо, и давайте более детально с ним разберемся. У Джеронима 3-й навык теперь изменен. Вместо оглушения врагов на 1 ход, теперь каждые 4 хода он повышает урон всем войскам на 2 хода. Навык схож с 3-м навыком Брэдли из 7-го поколения. Джеронима был актуален до 5-6 поколения. Теперь нужны новые тесты. Уже можно сказать, что благодаря этому навыку увеличивается урон на медвежьей ловушке. Наталья раньше имела оглушение в 1-м навыке. Теперь снижение урона до 50%. Выбирая между 2 донатными героями, однозначно стоит брать Джеронима. Как он работает в PvP на более поздних поколениях, покажут тесты. Я ранее планировал брать Наталью на медвежью ловушку. Теперь точно откажусь. Джеронима выглядит куда лучше. Касательно Фили и Молли, обсуждать особого смысла нет. Актуальны эти герои только в первых поколениях игры. А вот Гектор и Флинт на медведе – это теперь отдельная тема для дискуссий. Оба получили бусты и нужны новые тесты. На первый взгляд, Флинта по-прежнему не стоит использовать для вступления на ловушку медведя. А вот касательно создания все иначе. 3-й навык теперь повышает смертоносность до 25%, что становится довольно-таки интересно для тестов при создании рейда на Мишку. У Гектора 2-й навык экспедиции теперь действует 10 ходов вместо 5. Нужно будет завтра проверять на практике и уточнять вместе с другими игроками. Обратную связь предоставлю в телеграм-канале. Также потребуется актуализировать информацию о Джеронима на более поздних этапах игры. Возможно, жена разрешит купить мне его, чтобы не клянчить информацию у других. Виджет на 10 уровень через зал героев сделать я смогу, так как копил фрагменты. Пока разрешения нет, буду тестить только Флинта и Гектора на медведе. Вот само все, что вам хотел рассказать про обновление. Разработчики приятно удивили. Начинают менять механику героев. Не исключено, что теперь с каждым обновлением какой-то из героев будет получать 2-е дыхание. Мы будем стирать с него пыль и снова пускать в бой. Изменения коснулись колеса фортуны, получения дополнительных бонусов, альбома тундры, добавлены новые уровни в Безумном Джо. В целом администрация ввела много полезных опций. А вы напишите в комментариях, какой пункт вам понравился больше всего. И, конечно же, приглашаю вас в телеграм-канал для обсуждения обновления. Т-12 пока не ввели. Значит, есть время улучшить свои исследования в военной академии. Думаю, в следующем обновлении появятся изменения по войскам нового уровня. А пока продолжаем развиваться с новыми опциями в игре. На этом и все по обновлению Whiteout Survival от 22 декабря. Надеюсь, видео было полезным. Если информация зашла, поддержите видео лайком. И, конечно же, подписывайтесь на канал. И не забудьте написать в комментариях, что вы думаете об этом апдейте и что вам зашло, а что не очень.
Увидимся в следующем видео, а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.